Общий расклад Таро, что написано в книге вашей судьбы. Гадание на картах Таро для мужчин и для женщин, в котором мы посмотрим Таро-прогноз на будущее, также посмотрим, что было, что есть, что будет, что навсегда уходит из вашей жизни и чем сердце успокоится. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию, на поток. Начнем смотреть. Так, что было в вашей жизни? Давайте оттолкнемся. Ну, смотрите, здесь шестерка динариев. Хорошая, прекрасная карта, которая говорит о том, что когда-то вы могли управлять ситуацией, могли себе позволить быть властелином не только своей судьбы, но и помогать еще другим. То есть, можно вас назвать в хорошем смысле слова покровителем. То есть, как минимум, человеком, который может защитить, например, себя, может быть, защитить кого-то, помочь кому-то и расположить к себе кого-то, какими-то хорошими поступками. Это про вас. Шестерка динариев также говорит о гармоничном, сбалансированном финансовом потоке, и вы были в хорошей форме и в финансовом плане, и в духовном. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Если человек здоров духом, то с деньгами у него как минимум хорошо, минимум вы были преуспевающий человек, и финансовый поток вас не заставлял и не страдать, и не напрягал особо. То есть были годы, когда вы, возможно, было смело назвать самодостаточным или не бедным человеком, не бедующим, Дальше, как минимум, есть вот здесь женщина какая-то, императрица, которая очень важна для вас, если вы особенно мужчина. И здесь аспект императрицы — это мать, в прошлом сильное влияние на вас имела. Возможно, вы даже от нее зависели, возможно, вы даже как женщина уже успели родить ребенка, и успели его воспитать, поскольку шестерка пентаклей также говорит и не только о покровительстве, но еще и о регулировании, о помощи. Но, как минимум, здесь вот императрица — это в прошлом ресурсы у вас достаточно были не слабые, то есть и здоровье, и сила, и успех, и деньги, и достаток, и вообще телец, и вот руна Феху вам, если вы ее рисовали на себе, когда-то, то она вам действительно помогала, как минимум, хозяйкой своей судьбы вы были, и женщина очень значимая для вас, если вы мужчина, была в вашей жизни. Императрица все-таки как-никак. Далее давайте смотреть. Здесь четверка жезлов. Был в вашей жизни комфорт? Был ли в вашей жизни дом? Пусть он там не был таким, может быть, и роскошным, он мог быть роскошным, потому что императрица, то есть если вы как мужчина были, то у вас было как император, то у вас жена была императрица, или рядом женщина, подобная императрице. И дом был, если не роскошный, то достаточно уютный, комфортный, приятный и, знаете как, удобный, такой ваш. То есть был домашний уют, была как минимум здесь семья. Я вижу здесь семью по картам. Как минимум карты говорят, что есть период жизни в прошлом, где может быть хорошо, могло быть хорошо. И четверка жезлов, она о такой, знаете, это все по сути это медленные карты. Это медленная помощь, это медленная власть. Власть женщины в вашей жизни имеет значение. И знаете, как в вашей семье матриархат играет или играл роль, но играл роль неплохую. То есть карты, которые вокруг женщины, то есть если у вас, допустим, мать, или бабушка, то от нее идет и богатство, от нее идет и воспитание, возможно, даже, и комфорт в доме, и умение держать, поддерживать вот эту домашнюю обстановку, желание быть и оставаться в доме, ухаживать за семьей, все это есть, и вот с точки зрения влияния женщины, то здесь оно неплохое, не негативное, вот в этой ситуации, в этом раскладе. Далее, значит, в прошлом уже был достигнут определенный неплохой уровень чего-то, вот в семье. И дальше здесь двойка жезлов, а двойка жезлов — это было желание это удерживать. Было непонятно, возможно, в прошлом, как оно будет дальше развиваться, но желание это сохранить у женщины, у вас, у вашей женщины, если вы мужчина, это было. И смотрите, если кто и не хотел что-то менять, то это женщина. То есть женщина имела свою власть в жизни, в деньгах, над мужчиной, или над семьей, или в семье, или матриархат был. И вот терять эту власть
не хотела не она, и это и не нужно было. То есть она не портила, да, то есть то, что было. Хотя здесь вот эти энергии, это мужские больше энергии, но все-таки над ними имела власть женщина. Поэтому смотрите, вы можете применить к себе и посмотреть, если вы считаете, что в прошлом чья-то там мама влияла на какого-то мужчину, да, но как она влияла? Ну, она как минимум не портила это все, да, то есть ее влияние, оно, ну, как минимум было на укрепление, на что-то хорошее, да, или как минимум эта власть, она не позволяла деградировать той жизни или той реальности, в которой вы находились рядом с ней, с этой женщиной. То есть была в жизни вашей женщины, которая могла навести порядок и имела контроль, да, или вы, или это кто-то из ваших родственников близких. Ну и давайте еще что было. Ну, сегодня прям такая интересная карта. И как бы потом вот настал период, где появилось 5 пентаклей. Ну, опять пентаклей, деградация началась, да, то есть вы прошли как бы через центр, через 4 жезлов, а 4 жезлов это вы достигли какого-то определенного успеха уже. Но тут начались либо болезни, а эта карта иногда и болезней, либо непредвиденных расходов, либо трат, либо нехватки денег, неуспеха в бизнесе, неуспеха в работе. То есть ваш материальный мир начал деградировать, женщина пытается это удержать, ну или вы как женщина пытались удержать, но как бы здесь могло быть и любовники по 5 пентаклей, кстати, любовники часто бывают. То есть произошел какой-то сбой материального потока, то есть, ну, смотрите, можно сделать некое такое резюме о том, что было в вашей жизни. Жизнь была неплоха, не сахар, не мед, но достаточно хорошая, да, то есть сказать, что вы жили плохо, нет. Был относительно удачный, нормальный финансовый поток, была власть женщины, была неплохая женщина, как партнерша, и не вредила она, но потом как бы пошло на убыль. То есть по 5 пентаклей мы всегда теряем, ну, как минимум, тенденции из прошлого в реальность, в сейчас, да, вот эта карта, которая уже граничит с сейчас, что есть. Вы как бы здесь и сейчас не в лучшей финансовой форме, не лучшее здоровье имеете. Может быть, не лучшие отношения или взаимоотношения между мужчиной. Вот это больше мужская власть, это женская. Или вообще власть. И вы как бы, ну, пытаетесь решить какую-то проблему. Как минимум с деньгами, со здоровьем, ну и в доме, в семье. Это могут быть и отношения. В том числе отношения с сыном или дочерью. Давайте посмотрим, что сейчас. Как минимум здесь вот их бы улучшить, да, то есть если было хорошо 6, да, то стало немножечко похуже, да. Что есть сейчас, давайте смотреть. Ну а сейчас есть перспектива. Есть перспектива все изменить. Сейчас вы стоите перед дилеммой. Продолжать ли ту борьбу, ну, условно говоря, те усилия, прилагать ли те усилия, как минимум, вот в этой карте в финансах, да, или в здоровье, или пойти совершенно другим путем. Возможно, вы стоите на пороге мудрого какого-то, принятия мудрого решения по поводу, как вести свое дело дальше, свой бизнес. Идти ли за мужчиной, если вы женщина, или вести ли за собой женщину, если вы мужчина. Возможно, тут даже смена места жительства может быть. И, ну, причем смена места жительства с более-менее хороших условий на ожидаемо хорошие, но не факт, что они будут хорошие. Вот. А почему? Потому что здесь получается отшельник. 6 и 3, 9. Отшельник, он у нас как бы всегда нуждается в какой-то, в чем-то лучшем, да, и его аскетизм, он обусловлен картой, да, поэтому, возможно, вы собираетесь переезжать и вот не знаете, как вы будете жить дальше. Лучше в лучших условиях или в худших, да, или начинать новый бизнес, не начинать, чтобы не потерять. Давайте посмотрим, что еще, как вот сейчас мы узнаем, какое влияние на вас оказывает эта императрица. Ну и как дела у этой императрицы. Да, тут вы можете посмотреть либо на себя, либо на ту женщину, которая была в прошлом и имела на вас влияние не самое еще и худшее, можно сказать. Ну, смотрите, эта императрица, во-первых, действительно императрица, она действительно важна для вас, но она потенциально вообще, как дела у нее? У этой женщины дела очень хорошо, особенно если она для себя что-то решает. Она решает не только для себя, она решает еще и для других, и может решать за мужчину. Может ли она вам нести потенциально угрозу какую-то? К сожалению, да, туз мечей — это не всегда действие, это всегда мечи, да, то есть это всегда действие. Поэтому может ли она на вас повлиять, так как вы не хотите? Да, может. Но все-таки здесь вот мы смотрим больше, да, как бы на то, что происходит сейчас, и в вашей жизни вам придется активно действовать. То есть
ситуации с застоем, которая у вас была в прошлом, а у вас проблемы возникли из-за того, что возник застой. Смотрите, вот здесь медленное движение, успех, вот здесь взлет, головокружение, а вот здесь вот как бы начинается застой, когда ты вроде бы как все успел, всего достиг и остановился. И вот здесь вот ты не знаешь, что делать дальше в двойке жезлов. Ты не знаешь, зачем тебе это дано, то есть ты не осознаешь этого еще. А вот здесь уже начинается деградация. Деградация из-за застоя обычно. Так вот, смотрите, тройка жезлов открывает дороги и дает возможность двигаться. То есть вы сейчас вынуждены одевать снова корону на себя, поднимать себе самооценку, активно действовать и решать, как женщина за себя, а как мужчина за женщину. А как женщина еще и за мужчину, может быть, и за всю семью, и за своего сына, и за свою дочь. То есть, понимаете, да, то есть это разницы нет, кто вы, мужчина или женщина сейчас. Здесь, вам, здесь и сейчас открывается перспектива только благодаря вашему активному действию. По поводу женщины, несет ли она для вас потенциальную угрозу, да, она может повлиять. Я не говорю, что она там вас будет бить, наказывать, но она может проявиться в ближайшее время. И сейчас вам важно много читать, много получать информации, много знать, много общаться, много действовать и много решать. И не бояться каких-то ситуаций некомфортных, не бояться стычек, не бояться конфликтных ситуаций, да, вот каких-то терок, и не бояться открывать для себя новые перспективы. Только таким образом вы сможете выйти из стагнации, из застоя. Четверка, видите? Дальше давайте смотреть, что сейчас, что еще сейчас происходит в вашей жизни. Ну и только решение конфликтной ситуации даст вам возможность вырваться, да, на свободу. Далее, здесь смотрите, все, по сути, старших арканов пока нету, кроме императрицы. Все вокруг женщины крутится. Восьмерка жезлов – это очень много разных направлений. Да? И по восьмерке жезлов у нас может быть как подъем. Вы переживать можете начать очень скоро, вот-вот, или уже начинаете подниматься. И у вас открываются возможности успеха как в бизнесе, так и в отношениях. Вот бизнесовая карта, а вот отношения. У вас открыты дороги на все стороны, можно даже сказать и на 4, и на 8 сторон. По сути, вы находитесь сейчас в такой же ситуации, как и в прошлом где-то, да, когда достигли какого-то успеха. Но если раньше вы не хотели никуда двигаться, то сейчас, как бы вы хотели, не хотели, вы вынуждены будете двигаться. И если вы сейчас не будете двигаться, вот сейчас, тогда что? Если вы сейчас просидите, пропустите, опоздаете или еще хуже не успеете, тогда что? Ну вот сейчас. Ну, смотрите, король динариев, да, как минимум вы потеряете тот успех. Ну, это по сути тот же телец, да, но опять смотрите, старших арканов нету. То есть вы, кроме императрицы. Императрица — это всегда деньги, здоровье и материнская опека. То есть вы как минимум проиграете в деньгах. То есть, если вы планировали начать новое дело, обязательно начинайте. Если у вас есть какая-то идея, и есть еще одна какая-то идея, пробуйте реализовать и первую, и вторую, и третью, и четвертую, и пятую, и шестую, и седьмую, и восьмую. И может быть даже за 8-й попыткой, а может быть даже и за 9-й, и за 10-й, потому что тут десятка рядом, она получается светится вам, и даже за 12-й попыткой, может быть, вы добьетесь успеха. Но только вы будете не промедлять, вам сейчас нужно торопиться. Вот чтобы сейчас получить деньги, сейчас получить прибыль, успех, вам нужно поторопиться. Поторопись. Восьмерка жезлов — это всегда скоро. То есть скоро ты получишь успех, скоро ты получишь деньги, скоро ты получишь, может быть, даже должность. Но здесь у тебя на пороге уже сейчас успех. Если ты ищешь как женщина мужчину или как мужчина женщину, то на пороге может быть и женщина, и мужчина. Мужчина богатый, бубновый король, успешный, и который влияет на твой успех. Но тебе с ним нужно действовать решительно, смело, не нагло, да, вот выбивая ногами двери, но уважительно. Возможно, очень скоро тебе придется обратиться в банковскую установу, да, установа це украинское учреждение, банковское, в банку, в офис, да, для того, чтобы опять тебе помогли, да, то есть и решение вопроса с деньгами у тебя очень-очень скоро будет. Почему? Потому что оно уже актуально, да, было актуально, мы перешли в настоящее с актуальностью, и вот эта актуальная помощь, она на пороге. Ну вот прямо сейчас тебе вот эти аспекты важны знать, и важно на них обращать внимание. Давай посмотрим сейчас, от чего ты больше всего страдаешь. Вот что самое нересурсное для тебя? Самое нересурсное — это любовник. Кстати, может тебе вредить. Кавальер де Бастоне, да, это всегда любовник у нас. Но это не твои цели. Это не твои цели. И где-то отхождение от цели, это может быть для тебя от твоей цели. Оно может тебя, ну, опять сбить с толку, да, это раз. Также тебе, возможно,
мешает отстранение некое. Вот тебе нужно погрузиться в эту проблему, в эти проблемы. То есть тебе отстраняться от решения проблем каких-либо не нужно. Почему? Смотри, туз мечей – это проблемная, потенциально проблемная карта всегда, да, то есть у нас тузы, они, мечи точнее, мечи, они всегда развиваются в десятку, да, то есть самую большую проблему. Так вот, ты сейчас, если эту проблему не решишь для себя, ты на выходе получишь или решение чужих проблем, да, мы же все знаем, кто не решает свои проблемы, тот решает чужие проблемы, да, то есть или чужие цели достигает. Или ты просто будешь, если что тебе вредит отстранение, уход из этой ситуации. Если ты опять вот как бы закроешь глаза на то, что уже было, да, вот похоже, то ты получишь опять по итогу, ну, как минимум, или ты уже будешь вообще выкинут из жизни, да, вот из материального мира. Ты тогда перейдешь совершенно в другой мир, и этот мир для тебя уже совсем важен не будет. Ты потеряешь этот мир. Может быть, потеряешь значимость для близких людей, для этого мужчины, для этой женщины, для сына, для дочери. И ты не будешь влиять на ситуацию. Потому что если ты сейчас не повлияешь, то ты как бы вообще перестанешь влиять на это. Понимаете, да? То есть, по сути, смотрите, кавалер, вот этот вот рыцарь, да, это он вредит, а вредит именно отстранение. Если ты сейчас встанешь и уйдешь, то ты потеряешь. То есть, смотри, если уйти или остаться, то лучше остаться, не уходить сейчас. Почему? Потому что вызов для тебя, он нужен для того, чтобы ты себя укрепил и получил больше власти, нежели имел раньше, но тогда неосознанно ты это делал, а сейчас ты это будешь осознавать. Окей? Вот, пожалуйста, поставьте на паузу, напишите себе, ну, мне в комментарии, да, себе, что вы чувствуете и что вам дает инсайты, да. Давайте посмотрим третья линия судьбы, что будет в ближайшее время, что готовит судьба совсем скоро. Ну, какая перспектива открывается? Давайте так посмотрим. После тройки жезлов, тут поток, тут тройка жезлов, какая перспектива открывается? Ну, вот смотрите, тройка мечей. Перспектива у вас болезненная, и вам придется решить вопросы оперативного влияния. Оперативное влияние – это ваше ответственное влияние. Операции, может быть, медицинской в том числе. И вам придется испытать боль. То есть, вот хотите вы этого, не хотите, вам в боль. Не знаю, зачем такая комбинация, но тройка, где-то эта боль, она здесь 3, а здесь 6, 12, как будто бы аркан повешенный. Видите, смотрите, только императрица, только женщина имеет какое-то значение во всей этой ситуации, да, связанное с прошлым, с настоящим и с будущим. И вот чтобы ее пройти, да, вот вы хотите опять подсознательно, вы где-то говорите, да ну его нафиг, опять боль, опять страдания. Не, нифига, вот сейчас убежите, вы вообще полностью матрицу поменяете себе судьбы, да, то есть будет совершенно другая тогда реальность, совершенно не это. И здесь вы влияние потеряете тогда. И вот смотрите, здесь вот можно решать, если вы не хотите, вообще хотите в совершенно другую реальность, ну, сидите тогда, сложив руки, да, боль вы, скорее всего, испытаете все равно, ну, оно, знаете, как, ну, никуда не денешься, да, она есть, эта тройка мечей. Поэтому, как минимум, тройка мечей – это разрыв. Но это разрыв не только вот физический, да, или болезненный какой-то, но это еще и разрыв понимания шаблонов, да, то есть вы будете думать совершенно по-другому, да. Ну, а вообще это карта боли, поэтому какая перспектива открывается? Испытать, познать боль. Ну, для чего эта карта, не знаю, тоже можете написать в комментарии. Что вы чувствуете по поводу этой тройки мечей? Почему она здесь открылась в ближайшем будущем, связанная с вот этим отстранением? Может быть, вы испытаете боль по поводу отстранения какого-то мужчины, да, или женщины по отношению к вам. Но здесь, это же мы говорили, вам нельзя потерять эту ситуацию, нельзя из нее выйти, поэтому вам рано или поздно придется столкнуться с решением проблемы, да, вот, скорее всего, тройка мечей – это болезненная какая-то ситуация, и вам ее придется, надо решить, да, вот, то есть оперативное влияние – это резать или не резать, да, ну, конечно, резать, да, как скажет вам любой хирург, ну, как правило. Ну, давайте посмотрим дальше, что за этими тройкой мечей, как раз мы вот сейчас вот очень сложно входим вот в этот квадрат, да, что здесь. Да, действительно будет больно и физически, и душевно, то есть, но смотрите, здесь может быть еще такое в ближайшее время, если планируете роды могут быть сложные, поэтому подготовьтесь к ним. Это для тех, для рожениц или для отцов будущих, да, то есть вам нужно позаботиться о родах, вдруг, да, если вы собираетесь рожать. Но здесь идет перерождение, ваше, вот то, что я сказал, разрыв шаблонов, ваше понимание, ваша осознанность будет другая. То есть вы как минимум в ближайшем будущем избавитесь от негативных эмоций путем боли, то есть проплачетесь как минимум хорошо, а может быть это будет там последствия вашей чистки, например, магической. Избавитесь от магии. Если вдруг у вас была женщина, которая вам мешала, или давила на вас, или вдруг у вас вы чувствуете, да, что мама вроде была неплохой человек,
но что-то плохое от нее передалось. Вот вы избавитесь от вот этого негативного родового какого-то влияния, которое, может быть, мешало вам в отношениях с мужчиной, с мужчинами, может быть, в отношениях с женщинами. Ну, это как для мужчин, так и женщин. Что-то по матери плохое уйдет из вашей жизни. Кстати, может быть, путем конфликта, как ни странно, конфликта, вы можете наладить отношения с мамой или с какой-то женщиной, которая важна для вас. Давайте посмотрим очень скоро, что должно развязаться. Почему говорю о развязке? Смотрите, 4,8, 12 повешенный, завязанный. Вот что должно решиться совсем скоро. Причем оно может тянуться с рождения с самого, а может быть просто как болезненным каким-то штампом, вот он, болезненный штамп на вашей судьбе. Окей? Так, здесь у нас мы имеем 10 чаш. Смотрите, десятка чаш счастья. Должно решиться счастье. Вы на пороге своего счастья будущего. Вы, может быть, на пороге своей самой главной женщины, самого главного мужчины своей судьбы. И даже, может быть, достижения своей цели. Поэтому, если вы не пойдете в эту боль, ну вот реально счастья вам не видать. И вот, смотрите, катарсис всегда очищение. Вот человек вот болью есть, вот, да, ну, кто знаком с техниками, да, продавливания, там, восточными медицинскими подходами, там есть такие точки, да, акупунктурное, там вот это вот продавливание и так далее, да, то есть иглоукалывание. Все это там оно через боль, и все идет через нервные окончания. То есть вы хотите, не хотите, а для того, чтобы исцелиться, вот оно, исцелить материальный мир, боль вы пройдете, и тогда будете счастливы, да. Скажите, как классно, попустило, да. Но, кстати, почему-то у меня идет болезнь сердца, болезнь души, да болезнь позвоночника будет исцелена в ближайшее время у вас. Далее, давайте посмотрим в ближайшем будущем, власть какого мужчины вы можете испытать на себе. Вот она власть, и вот мужчина. И, кстати, мужчина достаточно властный и не бедный. Власть какого мужчины вы можете испытать на себе? Власть богатого мужчины и женщина, и мужчина. Козерог, Телец, Королева динариев, король динариев, то есть где-то вы найдете себе родственную стихию, родственную душу, и этот мужчина будет вам подходить. То есть вы испытаете над собой власть мужчины, который вам подойдет, поможет вам. То есть он вам будет не враг, конечно же, даже особенно если вы женщина. Ну, если вы мужчина, здесь мужчина мягкий, и это мужчина-помощник. Это знаки все Телец, Дева, Козерог, поэтому к себе их применяйте, ищите именно вот такие знаки зодиака, ну или просто ищите людей, которые, ну, знаете, вот как земного человека узнать. Очень просто. Ты на него смотришь и успокаиваешься. Или ты его слышишь и успокаиваешься. Или ты с ним общаешься и успокаиваешься. Без разницы. То есть он замедляет твой мир. Здесь будет разгон некий такой, а потом будет стабилизация. Да, вот эти карты, это резкая боль, это быстро, это медленно, это ну, может быть и быстро, и медленно. Козерог, да, он по-разному себя ведет. Ну и давайте посмотрим дальше. Какую цель вам суждено достичь или реализовать вот как бы на будущее. Вот, может быть, она для вас и станет инсайтом, и станет тією рушільною силою, да, той движущей силой вашего намерения, которая будет выталкивать вас к чему-то, побуждать вас вот по этому тузу. Ну, какое достижение? Девятка жезлов — это любое достижение, да? Это, знаете, вот есть 9 жезлов — это достижение, кстати, достижение цели. Тебе, как это, анекдот. Тебе нужно прочитать книгу. Какую книгу? Любую, да, вот так. То есть оставьте перед собой цель. Может быть старую, может быть новую. То есть вам нужно достичь цели. И причем вот эта карта 9 жезлов, она через боль идет. Вот если классическая Таро возьмете у Эйта, да, Райдера, ну, это еще более классическое, это одно из самых, ну, первых карт, да, моделей, да, или изображений. Так вот, это достижение цели путем повторения каких-то ошибок. Восьмерка жезлов и девятка жезлов, да, это повторы, разные направления, а это уже достижение какой-то конкретной цели. Так вот, ваша цель будет достигнута. А учитывая то, что вам нужно держать свою цель и не преследовать чужую, помните, вот вам, если хотите катарсис, вы его получите, и вы освободитесь. То есть вам будет легко дышать, сердце, то, что я говорил, легко на душе, позвоночник, легкие, почки, сердце, ну, почки вряд ли, сердце, да, и позвоночник особенно, деньги, да, бизнес, успех. То есть вы добьетесь успеха. А хотите повторить успех в бизнесе, в работе, вы повторите его. Ну и как минимум, вот я вам так скажу, самые главные здесь арканы — это мать и материнская утроба, по сути. То есть от какого-то очень сильного негатива по материнской линии, и которое дано вам при рождении, вы как минимум откупитесь. Да, вот то не прикуп, то откуп от бед, девять и закуп, да. Вот здесь и будет этот катарсис. Что навсегда уходит из вашей жизни? Давайте посмотрим, что навсегда уходит. Ну, смотрите, здесь пятерка жезлов. А пятерка жезлов — это игра, как минимум. Это не ваша игра уходит, то есть вы начнете играть свою игру. И вы начнете играть свою роль в своей игре.
Это важно. То есть вы скинете ту маску, которая не ваша, и, возможно, будете играть либо самого себя без маски, либо будете играть реально свою роль. Ну, если вы любите играть в маске. А вот как вы любите играть? В маске или без? Вот поставьте, пожалуйста, на паузу и напишите. И вот самое мудрое обоснование игры в маске или без будет обязательно подмечено сердечком. Окей? Ну, давайте посмотрим, что уходит, а что приходит, да? То есть, как минимум, вы найдете себя, свою роль в жизни. А все благодаря тому, что вы не побоитесь зайти в катарсис, в зону боли и достичь той цели, которой шли. Прекрасные карты сегодня, очень мудрый, глубокий расклад, который светит нам золотом. Смотрите, а золото розовое, прикольно, да? Ну окей. Что приходит в вашу жизнь? А приходит новая жизнь, новый дух. И, кстати, вот здесь деградация духа, а здесь приходит дух. Приходит желание жить легко и освободиться от того, что, как знаете, как кошки шкребут или скребут задницу, да, или там еще какую-то часть тела. И освободиться от всего, что лишнее. Вы даже, вот я вам скажу, наведете порядок не только в душе, в голове, в ближнем окружении, но и в доме даже, может быть, у вас ремонт. У вас может быть новый дом, новая недвижимость, новый успех. Но ваша жизнь полностью перезагрузится. Уже переписывается матрица вашей судьбы. Уже сейчас вы это слушаете, она уже переписывается. Уже это происходит. Вы в это сейчас пока, возможно, не верите. И говорите, да это все глупости. Ну, дурак, да? Ты дурак на меня. Если вас этот расклад бесит, это вообще прекрасно. Ну, а если вы что-то слышите, какие-то нотки, да, возникают, или какие-то струны вашей души уже задеты, вот они, струны души, то это говорит о том, что вы на верном направлении. Если вы теряете сейчас, то это говорит о том, что вы будете легко находить и будете находить со временем. Чем сердце ваше успокоится? Сердце ваше успокоится тройкой пентаклей. Видите, все-таки мы ремонтируем с вами сейчас прямо этот расклад как обряд. Мы ремонтируем с вами ваш материальный мир путем чего? Привлечения Духа Святого на этот расклад. И этот Дух Святой даст вам легкость в этом деянии, легкость прохождения каких-то болезненных моментов, болезни сердца, болезни души, болезни тела, болезни отношений, болезни финансового канала, болезни близких, потерь. Но работая над собой, прилагая усилия, не останавливаясь и не отпуская руки на пути к своей цели, не избегая ее и не убегая, вы вершите свой мир, вы создаете его. Как плотник или каменщик, высекая из скалы или из дерева, вырезая новые витки или новые формы. Также и вы формируете свой мир прямо сейчас. И вы выходите из стагнации, имея когда-то в прошлом мощнейший потенциал. Вы открываете новый, пока что меньший потенциал. В 2 раза меньше, чем он был. 6 пентаклей и 3 пентакля. Но обязательно эту тройку к этой тройке вы сложите, и вы опять получите 6 пентаклей. Об этом говорит король пентаклей. Об этом говорит императрица. Об этом говорит трое пентаклей и 6 пентаклей. И об этом говорит Святой Дух, который прямо сейчас поселяется в вашем сердце, зарождает внутри вас и поселяет вас в некую оболочку, из которой в ближайшее время вы родитесь на свет в новом мире, новым творцом, который будет обязательно учиться, тренироваться, у него обязательно будет что-то не получаться, но он обязательно достигнет своих 9 жезлов. Світла вам та вашому всесвітові, і як порада духа для вас остання карта. 9 мечей. Ничего не бойтесь. Помните о том, что всегда есть выход, даже если ситуация кажется безвыходная, то корона высших сил и корона духа всегда даст вам мудрый совет, укажет вам на двери или на тот выход, который существует, а ваше активное действие и желание вершить реальность обязательно доведет вас до обозначенной цели. Через 2 девятки по Луне, но обязательно к успеху, к новой вашей реальности. Лишайтесь на зв'язку і до зустрічі, па-па.